Всем привет, меня зовут Алла. В сегодняшнем видео будет подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень интересного джинсового полотна. Шьется он несложно, справится даже новичок, и шить мы будем из старых джинсов. Долго тянуть не буду, приступаем. Для пошива нам понадобятся абсолютно любые старые ненужные джинсы. И чем больше вы возьмете разных цветов, тем интереснее будет смотреться полотно. Но если у вас нет слишком большого разнообразия джинсов, то минимальное количество для такого блока это 3 разных цвета. Ну, например, вот темный, да, какой-то посветлее или более классический. То есть смотрите, чтобы эти цвета были контрастные. Также тут очень хорошо подойдут джинсы, которые имеют потертости. Вот тут, например, потертости не особо видны, поэтому, когда я буду выкраивать полоску, она будет более или менее одного цвета. Но если вы возьмете джинсы с потертостями, то одна полоса будет переходить с более темного в светлый или же наоборот. И в этом блоке это будет смотреться очень хорошо. Все полоски я выкраиваю по длине штанины, то, что я могу себе позволить. И все они одинаковые по ширине. Ширина каждой полосы может быть у каждого разная. Кто-то захочет более крупные, кто-то захочет более мелкие. Это уж каждому свое. Все мои полоски шириной ровно 4 сантиметра. Чтобы ускорить процесс, можно так же, как я сейчас, вот складываю пополам, делаю разметку и вырезаю. Я вырезаю ножницами, но вы можете, если у вас есть дисковый нож, то вырезать ним быстрее. Количество полос очень индивидуально, так как зависит от того, какого размера вы хотите получить полотно. Чем полотно больше, крупнее, тем понятно, что полос нужно больше. Вот показываю все полоски по 4 сантиметра и все разные по длине. Сейчас я буду их сшивать между собой. Также забыла вначале сказать, что перед раскроем обязательно джинсовые куски мы утюжим, чтобы у нас все было ровно и красиво. Теперь сшиваю таким образом. Все очень просто и легко. Складываю лицом к лицу, вот так, и делаю строчку. Но чтобы быстрее мне было, я сразу пришью и вторую. То есть я выбираю, какая у меня будет по центру, и пришиваю вот так одну полоску с одной стороны и вторую с другой. Не забываем лицом к лицу. Сшила и обязательно на этом этапе проутюжила. Припуски заутюжены к краям. Теперь нам нужно замерить, сколько у нас получилась наша полоса. У меня 9,5 сантиметров. И именно эту цифру мы будем использовать, когда будем отрезать квадраты, потому что в этом блоке нам нужны квадраты. Если у вас, например, вы взяли ширину полоски другую или у вас припуск больше, меньше, такое тоже может быть, поэтому ориентируйтесь уже на сшитые готовые полосы. И, кстати, полосок может быть не только 3, это может быть 4, 5, 6, сколько хотите. Выглядеть это будет хорошо, но минимально это когда 3 полосы. Первая линия — это обязательно, чтобы край был ровный, и уже ориентируясь на нее, отмечаю 9,5 сантиметров и вырезаю. Получаются вот такие квадраты. И теперь у нас получается самый творческий процесс — это собрать эти квадраты в единое полотно. И у меня они все в кадр не влазят, ну, думаю, что понятно. Главная задача, смотрите, я сейчас подвину, чтобы было лучше видно. Пришивать мы их будем сначала в полосы и вот таким образом. То есть сначала идет квадратик по горизонтали, потом по вертикали, либо наоборот. То есть вот так чередуя мы будем собирать полосы. Количество квадратов в одной полоске будет у каждого свое, все зависит от размера полотна. Далее складываю один квадрат с другим лицом к лицу и прошиваю. Прошила, заутюживаю припуск на ту сторону, где нет швов. Вот на эту полоску с изнаночной стороны заутюжила. Дальше беру следующий квадрат, опять же лицом к лицу делаю строчку. Готово. Снова припуск, заутюжила туда, где нет швов. И так собираю все полоски. Когда полоски сшиты, смотрим, чтобы у нас, например, вот тут точно так же чередовалось. То есть вот тут вертикальная, следующая горизонтальная. И так в шахматном
порядке. Для удобства вы можете прям перед собой изначально выложить все квадраты так, чтобы вам нравилось, как выглядит сочетание. Я старалась еще сделать так, чтобы не было в одном месте концентрация, например, черных джинсов или наоборот синих, то есть так, чтобы это было максимально гармонично. И, кстати, этот блок будет очень хорошо смотреться в классической технике patchwork из хлопка. Причем как с однотонного, так и с цветного. Ну что ж, все свои полоски я собрала, и сейчас мы будем сшивать это все в единое полотно, но я решила усложнить себе немного задачу, но мне показалось, что такой способ будет выглядеть намного интереснее. То есть делать эти полоски с наклоном. А именно, смотрите, вот я линейку взяла, тут у меня есть разметка, вот 30, 45, 60 градусов. И вот я прям беру полоску, да, вот эту, и смотрю, с каким наклоном мне она больше нравится. Вот этот вариант или вот этот 45. Ну вот под 45 мне не понравился. 60, да, хорошо. И я решила, что мое полотно будет сшито именно под углом 60 градусов. И для того, чтобы правильно взять основу, а именно на основу мы будем нашивать эти полоски, и позже объясню почему, я вот так смотрю, когда уже эта полоса лежит с тем наклоном, с которым я хочу шить, я просто вот так замеряю вот от уголочка и вниз. Сколько по ширине мне нужно выкроить ткани для основы. В качестве материала для основы я буду использовать спанбонд. Он плотный, 100 грамм на квадратный метр, и он армированный. В качестве основы можно использовать любую ткань или же любое полотно, которое стабильное, которое не имеет растяжимости ни в одну, ни во вторую сторону. Основа нужна обязательно в том случае, если вы, как и я, шьете из разных тканей. То есть, например, джинсы, они же все разные по плотности, какой-то со стрейчем, какой-то без. И чтобы все эти ткани хорошо вели себя в изделии, им нужно придать стабильность. И именно основа нам с вами в этом помогает. То есть с изделием вообще ничего не произойдет ни в процессе эксплуатации, ни после стирки, ни даже утюгом вы ничего там не сможете вытянуть, перетянуть или что-либо с ним сделать. Ну что ж, на самой основе я вот нахожу тот угол, под которым хочу размещать свои полосы, и просто делаю разметку. Причем всего один раз. Вот одну линию нарисовала и уже к ней, смотрите, вот так одну полоску, вторую. Смотрю, чтобы это все было в шахматном порядке. Вижу, что мне не хватает. И дошиваю вот тут кусочек и вот тут. Когда дошила, убедилась, что мне хватает. Смотрите, вот тут отрезала лишнее, и тут у меня все хватает. Теперь беру одну полоску, складываю лицом к лицу, прям на основу. Без разницы, то ли нижнюю наверх, то ли верхнюю на низ, не имеет никакого значения. И вот тут прям по основе делаю строчку. И смотрю обязательно, чтобы вот эти места у меня стыковались, то есть наши квадраты. Пришила и сразу же отутюжила. Вот так это выглядит с одной и со второй стороны. Вот так выглядит изнанка. По изнанке вот тут лишнее я срезаю. И далее все действия повторяются. Срезала лишнее, взяла следующую полоску, смотрю, что мне не хватает, дошиваю, складываю лицом к лицу и вместе вот так пришиваю к основе. Все так делаем полностью по всей своей заготовке, по всей своей основе. И вот такое полотно получается. Из подобного полотна можно сшить абсолютно любое изделие. Это может быть, причем не только по горизонтали, но и вот так по вертикали. Выглядит тоже хорошо. Можно сшить и сумку, и косметичку, и подушку, органайзер, короб, все что угодно. Ограничений нет никаких. Можно использовать также в пошиве одежды, но, например, если вы захотите использовать подобное полотно в одежде, то я не рекомендую брать за основу спанбонд. Берите какую-то натуральную ткань, будь то хлопок или же даже лен. Также это полотно будет отлично смотреться как коврик или же новая обивка на ваш стул, который вы давно планируете перешить. Но на этом видео подходит к концу.
Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все, всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.